В Польше в 2026 году все больше водителей теряет 1000 злотых каждый день. И сейчас я расскажу, как это работает. Это видео сэкономит тебе 1000 злотых. Я разберу реальные штрафы, которые чаще всего ловят водителя, и те, о которых почти никто не говорит. Если ты живешь в Польше или только планируешь, досмотри до конца это видео, потому что последний пункт самый неожиданный. Одна ошибка может стоить тебе 100 злотых, может быть 1000, а может быть даже и 5000 злотых. И штраф на самом деле это не самое страшное, что может произойти. Ты можешь остаться без прав. Скорость. Это самая частая ошибка превышения скорости. И речь не идет о скорости до 10 км, хотя за это тоже предусмотрены штрафы. В Польше действует градация до 10, 10 и плюс, 30 плюс, 50 плюс. До 10 км в час это всего лишь 50 злотых и один штрафной балл. Свыше 20 км в час это уже будет 200 злотых и 3 балла. Плюс 30 км в час 400 злотых 7 баллов. Плюс 40 километров 800 злотых и 9 баллов. Ну и 50 километров это минимум 1500 и 15 баллов. Но самое интересное, что при превышении больше, чем на 50 км в час, сразу лишаешься прав. С марта 2026 года такие условия и требования даже за городом. Любишь разговаривать по телефону за рулем? 500 злотых и 12 пунктов. А если это нарушение повторишь, то вот тебе 24 пункта и лишение прав. И самое интересное, что если ты повторяешь то же самое нарушение, и это называется рецидив. И тогда ты платишь не просто штраф и получаешь пункты штрафные, а ты еще и платишь в 2 раза больше штраф. Алкоголь. За алкоголь здесь очень жестко наказывают. Ты можешь иметь 0,2 или 0,5 промилле, но за это ты все равно получишь штраф, потому что в Польше нету допустимого какого-то алкоголя в организме, в Польше 0. И если у тебя находят 0,2-0,5 промилле, то за это ты платишь от 2,5 до 30 тысяч злотых плюс 15 баллов. И, возможно, лишение прав на срок до 3-6 месяцев, по-моему, если не ошибаюсь. Если же у тебя полпромилле, то это от 5000 злотых и выше, плюс 15 баллов. Но здесь уже лишение прав минимум на 3 года и уголовная ответственность. Дополнительно бывает еще так, что за такое нарушение могут конфисковать автомобиль, даже если он не является твоей собственностью. Полиция на дорогах и камеры. Самое интересное, что в Польше очень редко можно встретить полицию, которая стоит на дороге, где-то спрятавшаяся в кустах, и ловит тебя на скорость, на камеру. Это крайне редкое явление, которое я за все время жизни в Польше видел, возможно, пару раз всего лишь. Основную работу выполняют камеры, которые стоят на дорогах. На адрес, где зарегистрирован автомобиль, приходит письмо с фотографией и со скоростью, которую ты превысил. Что касается иностранцев в Польше. Если ты думаешь, что, будучи не гражданином этой страны, то как-то тебе будет легче или проще избежать наказания, или что-то для тебя меняется, нет, абсолютно ничего. Все это работает точно так же, штрафы те же, баллы те же, и могут еще запретить водить в Польше. Просто наложат ограничения, и твои права просто штраф за пешехода. Это самый дорогой и неожиданный штраф. Пешеходы. В Польше у них приоритет еще до того, как они вышли на дорогу. Если ты не остановился, не пропустил пешехода, штраф 1500. Ну и здесь чаще всего ловят иностранцев. То есть выходцев из наших стран. Что по штрафам за парковки? Очень интересная тема. Практически везде парковки платные. И если ты останавливаешься на этой парковке, ты обязан пойти. Есть такие паркоматы. Покупаешь себе билет на определенное время, на какое ты себе там планируешь, и идешь по своим делам. Если же ты остановился и в течение 15 минут не произвел оплату, есть такие автомобили, специально оборудованные камерами, которые ездят по дорогам вдоль этих парковок
и они просто фиксируют номера. И если в системе не появился твой, то есть твоя машина запаркована, но в системе этого номера не видно, что он оплаченный, то тебе сразу же приходит штраф. Штрафы от 150 злотых. Не оплата штрафов. Игнорировать штрафы не получится. В любом случае ты этот штраф заплатишь рано или поздно. Если ты не оплачиваешь штраф, они уходят в исполнительную службу, которая начинает тебя искать, так званые коммурники. Этот штраф уходит во взыскание, и тебя все равно найдут, и все равно заставят платить. Доходит до такого, что просто блокируется счет на карте. Если устанавливают водителя, блокируется счет на карте, и просто ты не можешь пользоваться своими деньгами. В Польше система штрафов построена так, чтобы ты не просто платил штраф, но перестал нарушать, самое главное. И проблема в том, что многие получают эти штрафы не из-за наглости, из-за желания нарушать, а просто из-за незнания. В Европе и в Польше многие думают, что, как у нас в странах СНГ, ну, заплатил штраф и отлично, можно себе ездить дальше. Здесь работает все совсем по-другому. Многие думают, что если нет полиции, то все ок. Нет, в Польше тебя фиксируют стационарные камеры, мобильные радары, участки, на которых средняя скорость меряется от въезда на этот участок и выезда с этого участка, так что ты можешь даже не понять, что уже получил штраф. Самое главное и важное, что нужно знать, это штрафные баллы. 20 баллов для новичков, 24 балла для всех водителей. Если ты превышаешь эти 24 пункта штрафных, то тебя лишают прав. В зависимости от нарушения эти баллы тебе начисляются и держатся в течение 1 года. По истечении года эти штрафные пункты аннулируются.